Валентина Алексеевна, известно, что на территории средней школы номер 3 была некогда церковь. Можете сказать что-то об этом? Да, действительно, об этом стоит поговорить, потому что совсем недавно был обнаружен склеп с останками священника, как полагают. Вот. И поэтому многим, наверное, будет интересно узнать, что же там находилось. А следует начинать с далеких времен. В 1838 году, когда уже в нашем городе, тогда Воронцовке, стоял Спасо-Преображенский храм, это где площадь, все знают, наверное, вот. Это храм, куда приходили многие жители. Все были крещенные, верующие. В храм шли Бога благодарить, шли помолиться, утешение получить, и крещение младенцев состоялось там, и венчание, и провожали в последний путь, отпевали усопших. И было великое стеснение народа. За 1838 год мы находим в архиве обращение казачьего атамана Александровской слободы от лица прихожан Спасо-Преображенской церкви, старой походной, на имя Высокопреосвященнейшего архиепископа Агафодора. Атаман писал: «Владыка, просим вашего благословения перенести старую Покровскую церковь от новой на расстояние 1,5 версты и поставить ее возле кладбища на новом каменном фундаменте». Значит, вот этот архив, сведения из этого архива подтверждают, что кладбище уже существовало. А если это был 1838 год, а годом основания Воронцовки считается 1781 год, то, наверное, это кладбище существовало, было организовано от самых первых дней, так сказать, обоснования здесь воронцовских крестьян, которые приехали, как мы знаем, в количестве 48 семей их было. И вот поэтому церковь строили уже рядом с кладбищем, которое существовало несколько десяток лет. Вот что интересное. «Необходимость наша заставила утруждать ваше Высокопреосвященство, поясняет атаман, потому единственное, что в нашей слободе имеется 4600 человек, и от многолюдства во время стечения народа в церкви бывает великое стеснение. Когда же будет возобновлена наша старая церковь и будет в ней совершаться божественная литургия, то не будет в обоих храмах никакого стеснения». Кроме того, люди заранее готовились к строительству храма, и когда уже это было прошение подано, они собрали 3000 рублей и 10 тысяч кирпичей на строительство. Вот, поэтому вот в такие далекие времена можно так заглянуть через архивные сведения и представить, что было на территории сегодняшней третьей школы средней. Какова же история строительства этого храма? Наверное, есть что-то интересное, о чем стоит упомянуть. Ну, надо полагать, да. И история интересная, и она такая, знаете, и горькая в какой-то степени, потому что все было не так просто, учитывая тогдашнюю жизнь. Но вот что интересно. Когда обращение писали к владыке, то адрес указали следующий: Кавказская область, Горский уезд, Слобода, Воронцовка. Вот такой у нас был адрес в 1838 году. И вот они второе прошение подали, потому что забыли указать, в честь кого будет освящена будущая
построенная церковь. И потом они посовещались и единодушно согласились, что это будет храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Верующие знают, что праздник Рождества Пресвятой Богородицы установлен православной церковью по старому стилю 8 сентября, а по новому стилю 21 сентября. Но вот нужно заметить, что это непростая дата. И для нашего Отечества, может быть, для нашего города, ну вообще для истории нашего государства. Вот представьте, 8 сентября по старому стилю, по новому 21 сентября, это день рождения русского государства, 861 год. И когда праздновали тысячелетие Руси в 1861 году, в Великом Новгороде был воздвигнут памятник. Наверное, многие знают, какие люди на этом памятнике изображены, начиная от князя Владимира, ну и, конечно, это все выдающиеся люди, просветители, ученые, включая Ломоносова, и поэты, наши классики любимые, и ученые, то есть великие мужи нашего Отечества. Что касается строительства храма, то оно очень сложным образом происходило. Все дело в том, что не хватало средств, денег не хватало строительных материалов, и все зависело от урожая, потому что прибыль получали от того, что сеяли, и от того, что собирали в основном. Засухи были. Вот в 1842 году саранча почти погубила урожай. Представляете? И строительство было приостановлено. Следующий момент такой сложный был, это то, что архитектор храма был из Пятигорска. И там указывается вот прошение, что 80 верст от Воронцовки до Пятигорска, это было очень накладно, и много времени требовалось часто приезжать и курировать стройку архитектору. Потом попросили, чтобы назначили ответственного человека, опытного в строительстве, который мог бы осуществлять контроль за строительством. И, наконец, наступил 1845 год, когда собрали очень хороший урожай. Появились деньги, и началось строительство, возобновилось. Пригласили лучших храмостроителей из города Ставрополя. И вот где-то за 2 года, в 1847 году, уже в сентябре, стали устанавливать крест на куполе. Но случилась беда. Крест сорвался, при этом погибли 2 человека, которые упали вот с такой высоты и разбились насмерть. Конечно, была большая беда. Вот, и пока горе не забылось, вот, к освящению храма не приступали. И все это завершили где-то в декабре 1847 года. И я вот не помню фамилию протоиерея, который был клириком кафедрального собора города Ставрополя. Он приехал на освящение храма Рождества Пресвятой Богородицы. Это был праздник для всего села, потому что всех приглашали вот на это великое торжество, потому что Божью Матерь, Царицу Небесную, почитали в каждой земле. Заступница усердная, и каждая семья взывала к ее помощи. Вот такая история этого храма. Значит, у нас 1829 год, это построена была Спасо-Преображенская церковь. Вот. Она существовала более так свободно в денежном отношении.
вот, потому что меценаты были, помогали. Вот, и храм начал действовать, начались службы. Валентина Алексеевна, еще один вопрос. Остались ли священные предметы, книги, иконы из разрушенного храма? Возможно, какие-то фотографии этого храма? Вот еще до 2000 года мы собирали сведения о разрушенных храмах и встречались со старыми прихожанами, ну вот 1906 года рождения, когда были живы еще, в частности, Анна Ивановна Еременко, она наша прихожанка была, вот она рассказывала о храме. А вот потом были другие прихожане преклонного возраста, покойная раба Божия Нина Литвинова, которая знала, что Евангелие, которое использует священник на богослужение, осталось от разрушенного храма в честь Рождества Богородицы. Это огромное Евангелие 1862 года издания. Вот, естественно, оно оформлено было великолепно. Вот, и, конечно, когда смотришь на это Евангелие, можешь представить, что священники почти сколько? 150 лет назад держали в руках это Евангелие, стоя на амвоне, читали священные слова Евангелия. Вот. И осталась икона одна небольшая, вот, которая сейчас в Казанском храме. Это икона святой мученицы Евдокии. Память ее 14 марта, если я не ошибаюсь. Вот такая небольшая икона. Вот все дело в том, что когда храм разрушали перед войной, выносили иконы, книги, а людям не разрешали ничего брать. Поэтому куда все это исчезло, сжигали это, уничтожали каким-то образом. Что мы можем еще сказать? Вот Иван Понедельник, да, Понедельников Иван Иванович, был чтецом этого храма. Когда он ушел на фронт, погиб он в 1941 году в ноябре, оставил письма, вернее, остались письма его фронтовые. Вот нам его родственники, они наши прихожане, вот нам предоставили, вот, оставили свои воспоминания вот, о своем отце, о своем дедушке, его потомки, его родственники. Вот, что еще, какие воспоминания еще остались? Что в храме всегда было много людей. Пели настолько торжественно, великолепно, что все слушали, затаив дыхание. Это поражало. Пение, говорят, левый клирос состоял только из мужчин, мужской хор был. Вот. Ну и, конечно, после разрушения храма многих священников в тюрьмы сослали, кто от голода погиб. Вот, там служили, это уже перед разрушением храма, отец Прохор и отец Федор. Вот отца Прохора сослали в тюрьму, где он провел долгие годы, вернулся глубоким немощным старцем, и умер он во время войны. И вот хоронили его женщины, поскольку все мужчины были на фронте, да. Вот, наскоро сколотили там ящик наподобие гроба, вот, похоронили его на одном из кладбищ, где мы не знаем, может быть и вот на этом кладбище, на котором вот был найден вот этот склеп, точно неизвестно. Росписи в этом храме внутри не было, вот, размером, вот очевидцы вспоминают, был где-то он
такой, как наш Казанский храм. Вот такие скудные сведения, но они остались. Вот прихожане этого храма, у нас есть фотографии, это 60-е, 50-е годы. Здесь священник, которого мы не знаем. Вот я пыталась узнать, кто это священник здесь. Но вот некоторых здесь мы знаем. Вот это Погорелова Матрона, которая к матушке Александре ходила. Она ходила по покойникам, читала псалтирь. Вот семьи у нее не было. И она была любимой тетушкой покойной Нины Ивановны Свечкаревой, которая долгие годы работала в третьей школе. Заучем она была, преподавала русский литературу. Вот следующая фотография, это тоже прихожане, это тоже где-то 50-е, 60-е годы, но здесь священник, здесь отец Валентин Мерцев. Вот его тоже такая фотография, и здесь сохранилась надпись, поэтому стоит дата 1967 год. То есть это и сами прихожане, поскольку они уже такого возраста солидного, немолодого, вот посещали храм еще до его разрушения, а уж их, конечно, родители, вот, были прихожанами храма Рождества Пресвятой Богородицы, может быть, с самого начала строительства, то есть 1847 года. Когда храм был разрушен, постепенно и в упадок приходило и кладбище. И вот люди вспоминают, что приходилось идти в школу детям через это кладбище, где уже были кресты кое-где их уже не было, и вот могильные плиты, может быть, были повалены, потому что было очень трудное время. И вот старожилы вспоминают, что в голодное время, это 1933 год, когда, как моя покойная бабушка говорила, люди умирали как мухи, ходили пухлые по улицам, падали, умирали, хоронить было некому. И вот от голода люди, конечно, обезумели, и они разрывали могилы в поисках каких-то драгоценностей, в частности, и священнические могилы вскрывали, чтобы там найти кресты или ценные книги, оклады, икон, может быть, какие-то. Может быть, и подверглась вот такому разорению и склеп священника, может быть, там кресты были или Евангелие было, как подобает священника хоронить. Мы не знаем, это только наше предположение. Вот, что еще следует сказать, что прихожане этого храма, конечно, горевали, потеряв Дом Божий, вот, и они организовали церковь, вот, которая была по улице Мира, на пересечении с улицей Почтовой, на углу. Вот там некоторое время, вот как и Спасо-Преображенский храм был, где сейчас Дом Милосердия по улице Чапаева, да? Да. Вот. И Казанский храм, он тоже был уже в 1948 году, в 1948 году женщина отдала свой дом, свое подворье, и вот дом приспособили под храм. То есть люди находили выход и использовали временные такие помещения для церкви, чтобы молитва не прекращалась, потому что если не будет на земле литургии и не будет возноситься молитва к небу, то жизнь прекратится. Вот. Поэтому люди старые, верующие, это знали и с болью очень переносили, когда храмы разоряли, разрушали. Но сердце всегда стремилось к Богу.
Ну, наверное, будет интересно узнать, а что же будет происходить с останками найденных священников. Вот как это опыт показывает, как это положено в православной церкви, в новый гроб полагаются останки, потом служится панихида и уже предается земле останки усопшего человека. Но мы обычно молимся о тех, имена которых мы не знаем, о упокоении, добавляя такие слова: «Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, Иерея Божьего, а имя Ты веси, а имя Ты знаешь».